В природе есть удивительный феномен. Деревья растут и не заходят на границу друг друга. А как насчет людей? Когда мы смотрим на лес снизу вверх, иногда можно заметить удивительную вещь. Кроны деревьев растут очень близко друг к другу, но почти никогда не соприкасаются. Между ними остаются тонкие линии неба, как будто кто-то аккуратно провел светлые дорожки между ветвями. Этот природный феномен называется застенчивость крон. Ученые до конца не уверены, почему так происходит. Есть разные версии. Возможно, деревья таким образом защищают свои ветви от повреждений на ветру. Или так они лучше распределяют солнечный свет между собой. Но что меня поразило, это то, как красиво это выглядит. Деревья растут рядом, тянутся вверх к свету, живут в одном пространстве, но при этом они не нарушают границы друг друга. Когда я увидела фотографии этого явления, мне показалось, что в этом есть очень глубокий смысл. Мы, люди, тоже живем рядом. У нас есть семьи, друзья, соседи, коллеги. Мы постоянно пересекаемся друг с другом, влияем друг на друга, делим одно пространство жизни. Но иногда отношения становятся сложными именно потому, что мы начинаем слишком сильно вторгаться в пространство другого человека. Мы можем требовать, ожидать, настаивать на своем, и в какой-то момент любовь превращается в давление. И тогда я вспомнила слова из Библии. В первом послании к Коринфянам есть знаменитое описание любви. Там сказано: «Любовь не ищет своего». Эта короткая фраза всегда казалась мне очень глубокой. Любовь — это не когда я добиваюсь своего любой ценой. Любовь — это когда я умею видеть другого человека, когда я уважаю его границы, когда я не пытаюсь занять все пространство вокруг себя. И когда я размышляла об этом, мне пришла идея этой картины. Я хотела изобразить деревья так, как будто мы лежим на земле и смотрим вверх, в пространство между кронами, где ветви тянутся к небу, но между ними остаются светлые линии воздуха и света. Эти просветы как напоминание о границах, о том, что близость не обязательно означает слияние. Можно расти рядом, можно делить один свет, можно поддерживать друг друга и при этом оставлять место для другого. Мне кажется, у природы есть удивительный язык. Иногда она говорит о вещах, которые нам очень трудно объяснить словами. Но стоит просто посмотреть вверх на кроны деревьев, и понимаешь, даже в лесу есть уважение и пространство. Поэтому, когда я рисовала эту картину, я подумала именно об этом, о любви,
которая не ищет своего. О людях, которые могут быть рядом, но при этом не ломать друг друга. И на этой картине есть одна маленькая деталь. Ее можно заметить не сразу. В одном из просветов неба между кронами я написала фразу на английском языке. Она почти невидима, написана очень тонкими, полупрозрачными белыми буквами, словно легкие облака на фоне неба. Эту фразу увидит только тот, кто будет смотреть внимательно. Мне хотелось, чтобы ее могли прочитать люди из разных стран, и чтобы она открылась постепенно, так же тихо, как сама мысль, которая стоит за этой картиной. Спасибо, что вы посмотрели это видео. И если вам понравилась идея, напишите об этом в комментарии, мне будет очень интересно. Если вам нравится не просто творчество, а творчество со смыслом, то не забудьте подписаться на мой канал. И увидимся в следующем видео. Пока!